Вчера очередное было у меня путешествие. Я когда работаю, иногда приходят старшие товарищи, кураторы, и берут меня в какие-то места, чтобы я могла посмотреть, как устроена планета. И зрение уже у меня очень развилось, хорошо, много видеть стало. Вчера увидела планету, ее энергетическую структуру. Мне разрешили зайти и посмотреть, почему каждый человек находится на этой планете. Но могу сказать, что, в общем-то, это достаточно нервное зрелище, потому что все люди, которые находятся на планете, их тонкие тела наполнены различными несовершенствами. До тех пор, пока эти несовершенства не будут изжиты, не будут переработаны, не будут убраны из их тонких тел, из их сознания, они в других мирах вряд ли приживутся, в других светлых, красивых, чистых мирах вряд ли приживутся. Могу сказать, что достаточно страшно, потому что можно увидеть общую массу, вот на планете можно увидеть общую массу копошащихся демонических сущностей, которыми покрыта вся планета. Эти сущности, они находятся в телах людей. То есть они не на самой планете копошатся, они находятся именно в телах людей, которые находятся на этой планете. И я, честно говоря, не ожидала масштаба. Потому что когда не заходишь в тонкие тела, когда не видишь составляющие тонких тел, то внешне все иногда выглядит очень благопристойно. Хороший человек, от него хорошо пахнет, он хорошо одет, он более-менее прилично себя ведет. Попробуй задеть такого человека, сказать ему то, что ему не нравится, или обстоятельства каким-нибудь образом придавят этого человека до его критической точки, и из человека начинает лезть все самое некрасивое, все самое несовершенное, все самое страшное. Хочу сказать, что, в общем, позитива тоже много, потому что если видишь такие вещи, можно понять, что мы здесь делаем, для чего мы здесь живем. То есть до тех пор, пока мы не уберем из себя все несовершенство, всю гадость, все нечистоты, нас в других мирах не ждут. И я не ожидала масштаба, такого масштаба, потому что когда человека видишь, ты можешь увидеть его астральное тело, его ментальное тело, но я уже научилась заходить глубже. Когда ты видишь его очень тонкие тела, очень тонкие его составляющие, те, которые приближают его к Богу, то там такое количество различных совершенств, грязи, демонических сущностей, что это пугает. Поэтому... Они сказали, что делать? Путь один – очищать, убирать. Я раньше не понимала, почему говорят, просветление – это путь освобождения. Думала, освобождение от чего? Ну, там, освобождение от денег, освобождение, там, может быть, каких-то дурных мыслей. Освобождаться надо от носителей этих дурных мыслей. А носители этих дурных мыслей – это вот эти самые демонические сущности, которые человек когда-то пригласил в свою жизнь по незнанию. И теперь они живут в его тонких телах, мучают его и строят его жизнь просто ужасным образом. Все несчастья на планете, все от того, что в человеке живет зло. Зло не ходит вокруг, где-то там летает в облачках, зло в самом человеке. И до тех пор, пока это зло не будет изжито, человек будет воплощаться на земле. Я поняла, почему говорят, земля – это чистилище. Так он же не рождается таким, правильно? Он рождается со всем багажом, который он накопил в течение всех прошлых жизней. То есть, если в прошлых жизнях он пригласил к себе демонических существ, и теперь в нем развились жадность, зависть, не знаю, агрессия, не знаю, содомия, то он со всем этим рождается в следующей жизни. То есть он может не быть гомосексуалистом, если он в прошлой жизни был гомосексуалистом, он может быть адекватным человеком в этой жизни. Но не дай Бог его тронуть, то есть, допустим, рядом с ним мужчина, рядом с ним присядет красивый другой мужчина, немножко потрется об него плечом, то все, что в нем спрятано с прошлой жизни, оно может выйти на поверхность. Выйти на поверхность очень легко. Поэтому просветление – это действительно путь освобождения от всего зла, от всей гадости в себе. Прежде всего в себе. Во мне есть тоже несовершенство. Во мне есть тоже неприятные вещи, от которых я систематически избавляюсь. Так, а тебе кураторы показали это для чего? Показали, с чем тебе работать? Что тебе надо делать на этой планете? С чем мне работать? Они показали мне
Я раньше не понимала суть, почему, зачем, для чего мы здесь живем. А здесь я увидела это своими глазами. То есть сколько гадости, сколько грязи в людях. И для чего планета была создана? Потому что все это очищать различными цепочками событий, различными встречами, различными мероприятиями, чтобы все это очищать и из всего этого избавляться в человеке. Но они вообще часто меня берут, часто показывают различные... А берут это как? Это ты на какой-то транспорт есть или сразу оказываешься уже там? Нет, никуда ходить не надо. Потому что вся Вселенная находится внутри любого человека. Все мудрецы говорят, иди внутрь, ищи внутри. Я раньше не понимала, что это и для чего, и как это вообще можно связать с жизнью. Это действительно вся Вселенная внутри человека. То есть тебе достаточно пойти внутрь, и ты в ту же секунду, переключив определенную частоту, можешь оказаться, не знаю, в центре планеты, или в центре Марса, или, я не знаю, в центре, в ядре, вот, где находится наш Создатель, где угодно можно оказаться. Просто нужно иметь ключи, достаточно энергии, чтобы там оказаться. А сделать это может каждый. Но я предостерегаю вас от неадекватного представления о том, где вы можете оказаться. Потому что один человек может сказать, да я там был на Марсе, я там был на Венере, я там был где угодно. Но если этого человека, я не знаю, грязная одежда и материться через слово, то у меня есть большие сомнения, что он летает на Марс. Потому что человек, который может легко оказаться в любой точке, там, где он хотел оказаться, он, как правило, очень развитый человек. И, смотрев на человека, можно примерно понять, насколько адекватно он говорит о том, где он летает и чем он занимается.